Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики моего канала. В этом видеоролике я буду делать заднюю бабку или просто бабку, как она здесь называется. В общем, для вот этого делительно-копировального устройства. Маленькая бабка будет для фрезерного станка. Она нужна, чтобы закреплять длинные заготовки и фрезеровать под некоторым углом. Места на столе фрезерного станка НГФ 110 очень мало. Поэтому буду делать бабку короткую, чтобы как можно более полно использовать это пространство. Сейчас зацентруюсь и будем резать. Постараюсь сделать конструкцию как можно проще. Так, погнали! Так, есть. Вот так вот резцы и ломаются. Блин. Так, ну корпус бабки, в общем-то, готов. Я его немножко шкурками шлифанул, пока он еще был на токарном. Также немного шлифанул внутри. Шлифовал совсем чуть-чуть, только чтобы сбить внутри вот эти риски от резца. Делал это вот таким приспособлением на дрель. То есть здесь просто пропилен паз в прутке и вставляется наждак зигзагообразно. И вот так вот мы засовываем вот сюда. И нажимая дрель, делаем вот так. Ну, в общем, принцип действия понятен, я думаю. Я таким образом много чего шлифовал внутри. В принципе, способ довольно действенный. Если наждачка острая, если плотнее туда ее запихивать, то есть все это дело усиливается. Значит, теперь нужно сделать центр. Центр буду делать из той же самой стали. Она очень хорошо закаливается. И делать буду за одну установку. Конус практически готов. Залазит он вот так. Вот уже нет люфта. И так далее. Ну, видно, что очень плотно. Теперь нужно отрезать, сделать резьбу. В общем, еще работы много. Что вещь непростая. Так как теперь я, друзья, стал еще и моделистом, помимо токаря. Ну, я им, в принципе, и был когда-то давно, но сейчас возвращаюсь. То теперь у меня появилось касторовое масло. Говорят, что с помощью него очень хорошо нарезать резьбу. Ну, будем пробовать. Мы любим экспериментировать. Масло, конечно, ну, очень густое. Ну, что сказать, и правда касторка рулит вроде бы. Нету такого вот какого-то хруста, хрума, когда нарезаешь. Довольно-таки вязко, мягко так идет. Нарезал на всю глубину. В общем, имеем такую пенольку с резьбой М10. Здесь еще нужно сделать шпоночный паз. Так, ну, входит как бы нормально, плотновато. Нет люфта. Так, делаем вал с резьбой.
Что-то уже вырисовывается. Сделал вал для соединения пиноли. Ну, то есть, чтобы пиноль могла выдвигаться. И даже уже сделал здесь шпоночный паз. Делал, просто пропил дисковой фрезой. Сейчас буду здесь делать тоже шпоночный паз. Ну, в общем, как на любой нормальной бабке, чтобы пиноль она не проворачивалась, а ходила вдоль. Итак, приступаем к закалке. Запускаю свою горелочку. Вот этот болт буду калить на масло, а пиноль в воду. В воду можно получить большую твердость. Кончик должен быть твердый очень. Сталь закалилась, и теперь можно даже вот пользоваться как керном. Как видите, оставляет следы. Хотя здесь как было острое, так и есть. Корпус бабки вместе с пинолькой готов, и уже все вращается. Осталось сделать только ручку сюда удобную. Сделал также шайбы из бронзы. Ну, чтобы все это дело нормально работало, не было большого трения и дольше служило. Ручку сделал из вот этой дюральки. Хотел сделать из бронзяки, но что-то передумал. Жалко стало мне что-то вдруг бронзяки, ребята. Не знаю, как так. Пока что все это дело выглядит вот так. Сделал шпонку из уголка 3-миллиметрового шпоночка, здесь 3 миллиметра. И вот, как видим, пинолечка уже ходит. Заданная высота у нас уже есть. Осталось под это дело сварганить основание. Высоту центра вычисляю по штангенрейсмассу. Здесь у меня ровно 15 миллиметров, до сотки сделано по микрометру. То есть сейчас я измерил, и мне нужно вычесть ровно 7,5 миллиметров. Как раз первый раз в жизни понадобилось вот это колесико, чтобы можно было точно выставить вот здесь вот. Высота центра получается 74 миллиметра и 1/10. Нашел заготовки. Теперь нужно их распилить. Ну а потом можно будет заниматься подгонкой, сваркой и так далее. Такая вот хитрая железяка. Все, я ее пытаюсь сломать. Она жесткая достаточно. Сделал основание и сделал плитку возвышения, на которую будет уже привариваться сама пиноль вместе с корпусом бабки. Но сначала нужно приварить, потом уже по месту буду фрезеровать, подбирать высоту. Приварил и положил отжигаться на печь. Зачищаю сварочные швы.
Пока что предварительно получилась такая вот вещь. Теперь нужно срастить вот этот корпус с этим основанием. Установил на фрезерный станок заготовку. И теперь буду фрезеровать радиусной фрезой. Делать лунку под корпус бабки. Эту фрезу мне подарил Женя, земляк. Женя, вот видишь, пользуюсь твоей фрезой уже второй раз. Хорошо идет процесс, заглубляюсь на полмиллиметра. Так, ну вот уже что-то и прорисовывается. Сделал, как видите, полукружочек здесь такой. Ну и вот пенолька точно сюда заходит, центровочное отверстие. Сейчас я здесь прихвачу, ну а потом нужно будет обварить. Прихватил в пару мест. Пеноль очень четко заходит. Центровочное отверстие. Я прижимаю, ничего не смещается. Ничего не повело пока что. В общем, сейчас буду снимать, обваривать потихоньку. Надеюсь, не поведет. Такой шов получился. Сейчас обработаю, обточу, чтобы было вот так же, как и здесь. Ну вот, ребята, думаю, на этом корпус можно считать готовым. После сборки получилась вот такая вещь. При аккуратной сварке мне удалось сделать так, что здесь ничего не повело, и пеноль ходит весьма свободно. Плотно, но свободно, не приклинивает. Корпус, как вы видите, я подполировал немножко. Вся установка на фрезерном столе выглядит следующим образом. Здесь делительное устройство и делительный диск. Вот этой рукояткой фиксируется зажим, а деления переключаются по отверстиям. Здесь есть вот такой грибок. Бабка служит для подпора вот таких длинных заготовок. Сейчас будем экспериментировать. Ну, то есть, видите, я беру и поджимаю. Сделал здесь центровку предварительно на токарном. Зажимаю, и все, этот вал теперь уже здесь мертво должен сидеть. В общем, сейчас мы попробуем с помощью вот этой фрезы сделать здесь огранку. Как видим, получился такой вот шестигранник. Теперь, чтобы вам показать, на что эта вещь еще способна, я здесь сделаю пропилы. Ну, то есть это будет некое подобие шлицов. Сделаю 6 пазов, столько же, сколько и граней. Ну вот она, собственно, и деталь, которая получилась. Вот для таких целей и нужен вот этот центр, такая бабка. На этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также можете подписаться на мой второй лайв-канал. Там уже более 50 видео. Я вас туда тоже приглашаю от всей души. Всех благодарю за внимание и всем пока!